Добрый день, приветствую вас на канале Вязальная шкатулка. Сегодня хочу рассказать, как связать крючком вот такой плотный узор, который немножко напоминает ежика. Посмотрите, какой он выпуклый. Узор действительно простой, состоит он из столбиков без накида и столбиков с двумя накидами. Сейчас я покажу изнанку и еще раз лицевую сторону. Что можно связать таким узором? Во-первых, детскую кофточку, кардиганчик, можно связать плед, накидку, жилет зимний, собственно, либо украсить таким узором часть, например, нижнюю часть жакета. Узор плотный, хотя я вязала из полушерстяных ниток. Посмотрите, достаточно толстая получилась вязка. Вот крючком номер 4,5. Нитки у меня пехорка, зимняя серия. Я нарисовала вот такую простую схемку. Начинаю вязать с первого ряда. Первый и второй установочный ряд столбиками без накида я вязала. В третьем ряду вяжем первый столбик без накида, потом столбик с двумя накидами, столбик без накида, столбик с двумя накидами. В видеоуроке я покажу немножечко, есть некоторые моменты, в которых можно запутаться, если вы вяжете недолго, если вы не профессиональный мастерица, если вы недавно вяжете, то есть некоторые нюансы при вязании данного узора. Первый установочный ряд у меня связан. На схеме я нарисовала 2 установочных ряда, но можно связать один. Делаю одну воздушную петлю, пропускаю первый столбик, во второй вяжу столбик без накида, делаю 2 накида и начинаю вязать столбик с двумя накидами. Ввожу крючок, вытягиваю рабочую нить, подхватываю рабочую нить, протягиваю через 2 петли на крючке, подхватываю еще раз рабочую нить, вытягиваю еще через 2 петли на крючке и третий раз вытягиваю через 3 петли. Столбик с 2 накидами готов. Следующий столбик вяжу столбик без накида. Опять делаю 2 накида, ввожу крючок в столбик, вытягиваю рабочую нить, на крючке 4 петли. Захватываю рабочую нить, протягиваю через первые петли 2, захватываю рабочую нить через вторые 2 и захватываю рабочую нить, протягиваю через третьи. Еще один столбик с 2 накидами готов. Опять столбик без накида. И так до конца ряда. Столбик с 2 накидами, столбик без накида, чередуем. Да, когда вы провязали столбик, его чуть-чуть можно так назад поправить, чтобы он был выпуклый только на внешней стороне. Вот такие ежики, иголочки, выпуклости получаются. Можно, конечно, взять более тонкие нитки, но на совсем тонких нитках будет не так заметен этот рельеф. Поэтому выбирайте нитки в 100 граммах примерно 100 метров, чтобы было 100, 120, 130, 150 метров. Скорее всего, этот метраж будет идеальный для данного узора. Так, опять столбик без накида, столбик с 2 накидами, столбик без накида и в конце еще один столбик. Вот что получается на лицевой стороне. Следующий ряд, в нем как раз можно допустить ошибку, вяжется простыми столбиками без накида. В каждую петлю предыдущего ряда, в каждый столбик нужно провязать столбик без накида. Вот смотрите, я сделала воздушную петлю, вяжу первый столбик, второй столбик, вот нужно провязать вот сюда. То есть стоит повернуть, если вот здесь так вот повернуть вязание, то видно все петли, в которые нужно провязать столбики без накида. В каждую петлю, подхватывая обе рабочие нити, вот так вот, мы вяжем столбики без накида. Лучше всего посчитать, например, у вас было 15 или 20 столбиков на образце, и вести подсчет, чтобы не пропустить, потому что очень легко, вот, например, вот такую петельку пропустить.
Раз, два. Опять поворачиваем, смотрим, вот косичка. Нужно подхватить обе петли. Потому что если вы подхватите только одну петлю, у вас образуется достаточно большое отверстие, и вязание будет рыхлым. Собственно, в этом заключался самый нюанс. Правильно подхватывать петли, когда вы будете вязать четные ряды. В четных рядах всегда будут столбики без накида. А в следующем ряду мы будем вязать столбики с накидом в шахматном порядке. То есть над столбиком без накида будем вязать столбик с двумя накидами. И наоборот. Приступаю к вязанию третьего ряда. В этом ряду нужно будет вязать столбики с двумя накидами в шахматном порядке. Делаю воздушную петлю, первую пропускаю и сразу во вторую столбик вяжу столбик с двумя накидами. Раз, 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 провязала, потом столбик без накида, столбик с двумя накидами, столбик без накида. Ну, давайте посмотрим, что получается. Вот такой шахматный узор. Возможно, у него есть какое-то название, но я пока не нашла, как он называется правильно, такой узорчик. Столбики не пропускаем, ориентируемся по лицевой стороне, чтобы все они шли в шахматном порядке. Сейчас довяжу до конца ряда, покажу, что получилось у меня. Вот такой образец. Он, кстати, интересно смотрится, если вязать ряды разным цветом. Мне кажется, так достаточно узор более веселенький получается. Но, возможно, вязать его можно и однотонной пряжей. Сбоку вот немножечко видно небольшие такие отверстия. Вот. Но они, в принципе, закрываются вот этими выпуклыми столбиками. И смотрится интересно. Надеюсь, вам понравился этот узорчик. Мне кажется, он достаточно интересный. Вот, пишите в комментариях, видели ли вы такой узор, знаете, может быть, как он называется. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. А я прощаюсь с вами. Всего хорошего. Пока-пока.